Всем привет! Сегодня попробуем выйти в море. После долгой зимы, карантинов, запретов и всем в этом роде разок был. Вот такой вот скатерок Смартлайнер 21. Погода сегодня радует солнцем, ветром не радует. Ветер сильный, но, слава богу, южный, не западный, поэтому для нас это сильно не грозит, волны в море не будет. Вот. Попробуем что-нибудь половить. Там ставриду поищем, говорят, есть, но мелкая. Вот. Пикша может быть на глубине. А может быть и селедка, но вот это очень вряд ли. По-моему, ушла, пока мы в карантине посидели. Вот так вот выглядит причал. Такое вот скопление катеров, лодок. Всего на свете. Заходим. Ну что, ключ на старт. Вот такой движок четырехтактный Suzuki 90 сил. Мне очень нравится, хватает и мощи. Вот. Прекрасно работает, тихо, тут не звалит, что называется. Были случаи уже, да, что-то случалось, отходили контакты, притаскивали с моря, но как бы такие случаи единичные. Вот. Вот так вот, в принципе, выглядит внутри. Полурубка. Так скажем, ничего лишнего. Рундуки. Впереди тоже рундук. И здесь рундук. Сейчас соберем удочку. Ловить будем пробовать на самотур. Вот такие вот сиденья. То есть можно здесь один человек, второй человек. И здесь тоже. Есть еще вот такой вот аквариум. Ну, если что, про катер расскажу в отдельном ролике. Более подробно, отдельно, как и чего. Если что интересно, сейчас задавайте вопросы в комментариях. Отвечу. Называется Смартлайнер 21. 6 метров 40 сантиметров, 2 ширина. Вот такая у нас сегодня снасть. Грузик 90 грамм. И далее идут вот такие вот крючки. Крючков этих аж 10 штук. Называется эта снасть самотур. Вот такой вот крючок. К нему привязан люрикс, называемый. Висит бусинка. Вот на это дело в Черном море ловится ставрида. Иногда окунь, когда хорошо берет. Селедка, пикша. То есть практически большая часть разновидностей той рыбы, которую можно поймать там с берега. Ну, эта снасть вообще больше предназначена с катера. С берега можно ловить, но это все сложнее гораздо. Поэтому выйдем, попробуем, может что-то и найдем. Вот такая снасть. Поехали. Вот пока мы потихоньку движемся, ветер нам в спину, в корму особо не ощущается. Так вот. Потихоньку выходим из бухты. Вот такая вот прозрачная вода. Красота. В море особо никого. Вон одинокая лодочка. Как бы ветер, не хочется людям торчать на ветру. Сейчас выйдем, посмотрим, насколько он там сильный. Насколько мы вообще, в принципе, сможем что-то сделать. Вот. Может, спрячемся под берег. Есть тут одно место, где нету ветра, прямо под самым берегом. И раньше был сарган. Не знаю, ну, мало вероятности, но может быть, может быть. Вот такая красота. Убираем наши кранцы.
Пойдем чуть побыстрее. Вот здесь вот у нас мель, посередине мели. Это бухта круглая, она же Омега. Здесь мель, поэтому нужно обходить правее или левее ее посередине. Здесь вот очень мелко, когда тепло и прочее, люди ходят пешком по этой мели. Ветер дует южный, поэтому волны в море быть не должно. Единственное, она будет там подальше, но уже когда накат, получается, успевает разгоняться от берега. Вот. Страшны нам здесь западные ветра, которые дуют вот оттуда. Вот. При этих ветрах как бы бывает самая сильная волна. Тогда уже нужно смотреть. То есть при выходе в море реально может быть и как бы опасность маленькая, большая. В море сложно угадать, какая она будет. Вот, потому что порыв ветра может прилететь внезапно, а может наоборот быть безветрие. Вот, и прилететь откуда-нибудь так называемый, ну, их называем накат. То есть где-то прошел шторм в море, у нас тишина, а волна так и не успела стихнуть и доходит до нас. Подкрадываемся на то место, где был Сарган под берегом, но даже здесь сегодня нету как бы штиля, поэтому его маленькие всплески мы, наверное, здесь не увидим. Слишком они маленькие на самом деле. Вот когда штиль, их очень хорошо видно, но они тоже как бы не частые, поэтому нужно иметь представление, как его вообще искать, смотреть. Вот, и подкрадываться к нему нужно на тихом ходу. Вот, практически идем на самых малых оборотах. Но нет, друзья, сегодня погода не благоволит вообще, как бы, ну, не видно его признаков. И здесь тоже продувается. Нам нужен хотя бы штиль в этом месте полный. Но его и даже здесь сегодня нет. Ветер задувает и отсюда. Вот вышли на Глис, идем своей, так скажем, крейсерской скоростью. Обороты 4000. Вот довольно-таки быстро доходим до этих лодок. Казалось, стояли недалеко. Но у нас быстроходность катера хорошая.
открытка. Оп, упала. Висит еще одна. Вот такая вот сегодня рыбалка. Редкая, не крупная ставрида. Продолжаем. Быстро очень уносит в море. Глубина меняется. Якорь ставить очень не хочется. При таком ветре велика вероятность, что будет тащить по грунту, все-таки зацепит за что-нибудь нереальное. Были у меня такие случаи, поэтому не хочу. А вот здесь вот она ловится. Вот эта маленькая ставритка. Оп. Вот. Чуть-чуть покрупнее. Если бы ловилась вот такая, то в принципе уже бы более интересно. Но ничего. Для прогулки нормально. Что-то наловим. Обычно ставрида, если хорошо клюет, она ловится по полному самодуру. Сколько крючков, столько и рыбы. Сейчас такого активного клёва нет, поэтому ловится как ловится. Чуть относит, поднимает, грузила от дна и вообще уже ничего не клюет. То есть ставрида на самом дне. От дна прицепилась. Вот, друзья, вот такая вот, в принципе, ловля ставриды в Черном море. Не было бы ветра и был бы лучше клев, было бы веселей. Чем больше всего мешает ветер, это тем, что нужно постоянно переходить на катере. То есть стал на то место, где она ловится, тебя через 10 минут снесло абсолютно на другое место. Нужно опять переходить на то. И вот эти вот переходы, они надоедают при сильном ветре. Когда он слабый, то движение идет очень медленно, и это не напрягает. При сильном ветре или становиться на якорь, или вот постоянно переходить. Якорь кидать не хочется, еще раз скажу. Это надо все собирать полностью, якориться, потом вытаскивать. Мы сегодня ненадолго на этой рыбалке, поэтому якорь я ставить не буду. При таком ветре в море особо делать нечего. Это, опять же, при южном ветре, у нас, по крайней мере, рыба ловится плохо. Это абсолютно точно. Все такое ощущение, что сейчас без бога это улетит. Просто нереально дует. Все, друзья, снесло походу с того места. Расстояние уже где-то порядка метров 50 до рыбаков, которые поднимают рыбу. Вот они стоят на одной полосе, на якорях. Нужно возвращаться, опять переходить, заходить к ним. Видите, они стоят. Наверное, от ветра не будет слышно. Вот стоят на одной полоске. Их немного, но в одном интервале. Нас уже подотнесло. За нами никого. Открытое море.
Поэтому будем переходить и опять пытаться ловить этих маленьких черноморских рыбок. Ну вот очередной переход. Дошли поближе. Сейчас будем пробовать заново. Глубина совсем маленькая. Метров 15, наверное. А крючки стоят нечто среднее, но как бы на крупную ставриду, так скажем. Мелкие ставить не хочу. Все-таки есть надежда, вдруг кто-то клюнет интереснее. А имеется в виду селедка. Вот такая вот опять, друзья. Черноморская ставрида. Воздух обалденный просто. В море он в любом случае какой-то другой, не такой, как когда ты стоишь на берегу. По одной штуке ничего не поделаешь. То есть маловато, конечно. Ну, крючки, да, немного большевато для сегодняшней ставриды. И леска немного толстовата. Она стоит где-то 18-я. Нужно сейчас по весне ставят 14-ю леску. Самую тонкую. Весной рыба в Черном море самая капризная. Она все, маленький крючочек, тоненькая лесочка. Обязательно флюорокарбон. И все вот эти вот чудеса, короче говоря. Да,